Космический привет! Этого момента фанаты ждали 7 лет. 4-й сезон Вакфу наконец вышел. Какая ирония! И что же мы получили? Больше не канон. Теперь боюсь, что все окончательно запутаются. Он не мертв. Неужели она хотела их оставить на съедение некромом? И это было ошибкой. Тот, ты серьезно? Будет ли 5-й сезон? Я бы не стала показывать это своему 6-летнему ребенку. Братство Тофу и Братство Забытых находятся в Инглориуме, царстве богов. Там они встречают богиню Элеотроп, которая хочет создать мир любви для своих детей. Однако правители мира 12 не разделяют ее взглядов. Ситуацию усложняет появление некромов, но нашим героям вновь удается спасти мир. А теперь к деталям. Поговорим о персонажах. Я буду стараться следовать логике, но, сами понимаете, информации очень много, и для удобства это видео разбито на эпизоды. Линия Адамая – одна из первых, получивших свое развитие в начале сезона. Оно и неудивительно, ведь к этому персонажу за 3-й сезон скопилось множество вопросов. Но такое чувство, будто вопросы есть только у зрителей, а наши герои все очень легко забыли и свели к шутке. Плохой, Адамай, плохой! Только Галтард хотел, чтобы дракон получил по заслугам. Но самое главное, Адамай, кажется, совсем не признает своей вины. Ему просто жаль, что он бросил Юга, а всю ответственность за свои поступки он свалил на Арапо, который мастерски воспользовался моментом. И вместо того, чтобы показать признание своих ошибок, вся ситуация просто высмеивается, хотя на минуточку, благодаря Адамаю Персидаль погиб. Не остается никакого шанса на справедливость, и из его уст особенно странно слышать что-то о насилии, когда он проявлял не меньшую жестокость. Стоит заметить, что традиции не меняются, и от Адамая вновь легко избавляются. Богиня Элеотроп говорит, что он всегда был недоверчивым, и мы можем в этом убедиться в 4-м сезоне. Но как это сопоставляется с 3-м, где он позволял себя дурачить? А его обещанная битва против некромов бок о бок с Лансом Дуром совсем не улучшает положение. К слову о Лансе. Жалко, но, видимо, он здесь существует только ради отсылки. Однако то, что Альбуэра является самым большим источником Вакфу, довольно интересный факт. Адамай за весь сезон никак особо себя не проявил. У него были дофусы элеотропов, он побоялся их использовать. Один из фанатов в Твиттере также поделился своими переживаниями по поводу Адамая, на что тот, художественный руководитель Анкамы, уверяет, что в манге «Великая волна» все будет хорошо проработано. Манга начала выходить в формате вебтуна с 19 апреля, и благодаря деятельности Рассветного хомяка можно ознакомиться с ней на русском. С самого своего первого появления в 4-м сезоне Персидаль во всем уподобляется своей дочери, на что Ева говорит ему стать взрослее, в чем мы не можем ее не поддержать. Тот признается, что при написании сценария вдохновляется своим окружением. Семья Персидалей является прототипом его собственной, и тот, в свои 47, чувствуя себя на 13, решил наделить Персидаля ребячеством. При встрече с серьезными противниками он начинает теряться, из-за чего мы уже и не узнаем нашего Иопа. Но учитывая то, что 4-й сезон является второй частью 3-го, проблема поведения Персидаля вполне оправдана его переживаниями за семью. Почему он не дал отпор Шушу, напавшему на Еву? Вероятно, потому что он не мог поднять руку на собственного ребенка. Так мы можем проследить развитие персонажа, в результате которого у Иопа поменялись ценности, о чем заявил в своем твиттере тот. И этот момент как бы усиливается, когда приходит тестюшка Мадагаскан и обвиняет Персидаля в подвержении опасности своей семьи. Однако мы убеждаемся в обратном. Хотя я бы не сказала, что он сильно поменялся. Персидаль по-прежнему с восторгом предвкушает бои, и сказать о том, что он вообще не подвергает семью опасности, тоже нельзя.
Меня, как и многих фанатов, волнует вопрос, зачем нужно было в такой опасный бой брать с собой детей, если можно было оставить их в безопасности Спу? Тот в своем интервью с Заки ответил, что хотел отправить в бой только Персидаля, но подумал, что это слишком маскулинно. Мама остается дома, заботясь о детях, а папа идет развлекаться и драться. Поэтому я решил отправить их всех воевать. Они всегда живут вместе, а значит, вместе воюют. Младший сын Персидаля с момента своего рождения вызывает недоумение. Он уже и слова произносит, и учится у папки, как правильно бить головой своих союзников. Да что там союзников, родную мать! В этом персонаже нас интересует его связь с братом Рушу по имени Раша. Его появление и история вызывают вопросы, ведь история Кросмоза гласит, что Рушу избавился от всех своих братьев. Раша, в свою очередь, говорит, что был на тысячелетие заточен богом Иопом. По словам Тота, с историей этого демона мы можем ознакомиться в игре Вейвен, так что, возможно, все станет яснее. Но вернемся к Пину. Нам явно дали понять, что Раша никуда не исчез, и я думала, что в конце мы вновь его увидим. Эти мысли подкрепляло и то, что малыш в демоническом обличии был показан на постере, но нет, больше Раша не появлялся. Так к чему же это было? Вероятно, в будущем мы еще встретимся с этим персонажем, и он будет играть значимую роль. И есть один персонаж, который совершил огромный скачок между первым и четвертым сезонами. Это Евангелина. Тот называет Еву персонажем, который совершил скачок. Но разве это не странно говорить о каком-то скачке в развитии, когда у персонажа поменялись роли? Окей, предположим, роль телохранительницы и матери в принципе похожа. Телохранительница оберегает принцессу, а мать своих детей. Но действительно ли произошел скачок? В первом сезоне Ева пытается выполнять свои обязанности, но зачастую сама попадает в неприятности, и принцессе самой приходится спасать свою защитницу. В четвертом сезоне Ева также старается быть примерной матерью и оберегает своих детей от дурного влияния. Но разве примерная мать взяла бы с собой в опасный бой детей? Разве она отпустила бы своего 6-летнего сына с убийцей? Об этом подробнее я расскажу далее. Посмотрим для сравнения на Амалию. Принцесса уклоняется от своих обязанностей, хочет путешествовать, а при появлении зла она замыкается в себе. В четвертом сезоне, после большой утраты, Амалия берет на себя роль лидера и без колебаний делает все ради защиты своего королевства. Вот это я понимаю скачок. А у Евы ничего не меняется. Мне кажется, или тот просто оговорился и хотел сказать Амалия. Поведение у Евы также вроде не поменялось. Единственное, что я заметила, это появление какой-то девчачности. Актриса, которая подарила голос Еве, прокомментировала это так. Она сильная, но остается женственной. То, что в сюжет внедрили отца Евы и рассказали о ее прошлом, в ней ничего не меняет. Амалия в четвертом сезоне переживает сложный период. Сначала она теряет отца, затем брата, с которым только сблизилась. Но все эти потрясения не сломили ее. На удивление, Амалия проявляет себя более способной правительницей еще при жизни Армандо. Он, при виде огромной армии некромов, начинает колебаться. Оставшись один на один со своим горем посреди поля боя, Амалия берет себя в руки и поднимает дух своего народа. Она стала настоящей королевой, готовой отдать свою жизнь ради спасения подданных. Амалия – это просто лучик надежды, который, хочется надеяться, не потухнет. Поскольку Юга главный герой, у него очень много отношений, за которыми можно понаблюдать. Например, его связь с Сарапо и другими Элио тропами.
Юга признает свою ошибку, но по-прежнему отрицает все сказанное Арапо. Природа Ора в 4 сезоне вообще несколько сомнительна. Нам показали, что его микромир уничтожен, и Арапо, как и Эхо, следовательно, уже нет. Что если все его появления – это лишь игра разума Юга? Однако он не мог знать других своих детей, таких как Буйон. Что же все это было? Большой вопрос. Но здесь также интересным моментом для нас является ошибка, которую Юга допустит в будущем, из-за чего станет еще хуже. Скорее всего, об этом мы уже узнаем в манге «Великая волна». Но на это также указывает игра Вейвен, а нам остается только ждать и предполагать, что же случится. В 4 сезоне Юга наконец воссоединяется со своей семьей. Поначалу ему трудно поверить в происходящее, но благодаря сну в волосах богини Юга узнает все о создании мира и дофусов-элеотропов под прикольную музычку Twin Shadow, исполнительницы Канин. Ее голос также можно услышать в игре Вейвен. Это, конечно, все здорово, но с данным музыкальным вступлением не все так складно. Богиня Элеотроп и Великий Дракон танцуют и создают 6 дофусов-элеотропов. Богиня наполняет планету жизнью, чем вызывает гнев остальных богов. Хочется обратить внимание на слова Жориса. Боги не могут быть уничтожены. В лучшем случае их можно только ослабить. Единственный способ победить их – заставить всех живых перестать верить в них. Боги сильны, пока у них есть последователи, поэтому отсутствие богов в Инглориуме удивляет. И когда Элеотроп начала создавать своих детей, это было расценено как попытка стать могущественнее, ведь чем больше последователей, тем бог сильнее. Вообще, божеств во Вселенной гораздо больше, чем 12. Именно поэтому мы встречаем существ, отличающихся от известных 12 рас. Но мы отвлеклись. На Элеотроп начинают нападать 10 богов. И все верно. 2 богини, Пандава и Сакриер, присоединились к пантеону гораздо позже. Так что вместо Сакриер здесь должен быть Азамодос, и это ошибка, которую тот признал. Предлагаю посмотреть гайд по Кросмозу, чтобы еще раз все для себя уяснить. Вернемся к Юга. Он, между прочим, не забывает своего отца, радуется встрече и делится с ним своими переживаниями по поводу всего. Эти сцены излучают такое тепло и уют. Но когда приходит время отстаивать свой народ, Юга приходится нелегко. К тому же он испытывает дикое недоверие к Килби, как и все в принципе. И вот приходит момент, которого все так долго ждали. Юга вырос. Если у кого-то до сих пор есть вопрос, как это случилось, то вот объяснение от Тота. Все из-за того, что Тарос начал забирать у Юга энергию. И единственный, кто делает хоть что-то, чтобы ему помочь, это Арапо, который, скорее всего, является чем-то вроде видения. Вот серьезно, мне одной показалось, или только Амалия беспокоилась за Юга? Юга, что он с ним сотворит? И та быстро успокоилась, и все быстренько его похоронили. Странно в итоге получается. Юга спасают его бывшие враги. Какая ирония. Что можно сказать о взрослом Юга? Мне показалось, что он стал уверен в себе. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Юга. Снова все зависит от тебя. Юга даже осмелился вступить в спор с матерью и сумел отстоять свою позицию, привлекая к себе новых союзников. Но, с другой стороны, мы весь сезон наблюдаем, как он и до этого гнул свою линию. А его битва с Таросом на самом деле несет более глубокий смысл. Принимая во внимание то, что по вине Юга в будущем случится нечто очень страшное, можно сделать вывод, что между ним и Таросом есть что-то общее. Вот как по этому поводу высказался тот. Физическая битва не имеет значения, важны моральные дебаты. Моральный спор между Юга и Таросом заключается в понимании того, что Тарос – древний герой, который, осознавая все риски, сделал неправильный выбор и превратил свой мир в некромир. Юга всегда использует слишком мощные для него силы и артефакты. Мы ставим перед Юга зеркало, и это Тарос.
Теперь поговорим о персонажах второго плана. Появление Норы в 4-м сезоне было довольно неожиданным, так как по известной нам информации из манги Вакфу и игры Острова Вакфу, она должна была быть мертва после взрыва на планете 10 990 лет назад. И фанаты, знающие о данных произведениях, в том числе и я, ждали объяснений. И что же мы получили? Тот объявил, что манга и Острова Вакфу больше не канон. Неподробно, понимаете ли. Острова Вакфу я больше не считаю это каноном. Что касается манги Вакфу, большая часть ее по-прежнему канонична. Окей, вернемся к тому, что мы имеем сейчас. Манга Вакфу, которая по большей части канон, и второй сезон сериала, надеюсь, ему еще можно верить, описывают Нору и Ефрима как воплощение жизнерадостности. Про Нору в 4-м сезоне так сказать сложно, про Ефрима тем более. Конечно, скорее всего, то, что ей пришлось пережить, лишило ее радости. Долгие поиски матери, брат, которого Нора навсегда потеряла. Но неужели это все превратило ее в машину для убийств? Мы наблюдаем ту же ситуацию, что и с Чиби в Овиарапо. Вместо хранителя мудрости нам подают горы мускул. Что касается внутренних качеств Норы, лично мне было трудно ее понять. В самом начале она меня даже раздражала. Иногда Нора ведет себя чересчур самоуверенно, грубо и высокомерно, но при этом мы понимаем, что она не лишена хороших качеств. А если вы задавались вопросом, почему у нее квадратные порталы, в отличие от остальных элиотропов, то вот вам простое объяснение от Тота. Изначально, когда мы делали первый эпизод, и она разместила свои порталы поверх порталов Юга, они были круглыми, и было трудно понять эту сцену. Мы решили изменить форму, но боялись, что это станет большим намеком на то, что она ответственна за порталы некромов. Мы могли бы изменить и цвет, но тогда это было бы еще заметнее. В 4-м сезоне жена Армандо Аврора также очень непонятна. Ее мотивации и внутреннее состояние не совсем ясны, по крайней мере для меня. Такое чувство, будто в ее образе скрывается какой-то обман. Она поддерживает своего мужа и при этом вся светится от счастья, видимо, предвкушая правление. Честно говоря, я вообще не узнаю в ней Аврору из 3-го сезона. Если раньше она вела себя как откровенная, коварная стерва, то в 4-м она покорная жена, которая вроде как любит мужа, пусть их брак был и не по любви. И она также переживает за свой народ. За свой народ. Народ ее мужа, судя по ее внезапному уходу, ей абсолютно безразличен, как и судьба королевства Садида. Ну нахер. Ее бегство вызвало у меня шквал негодования. Но чего стоило от нее ожидать? Она последовала совету своего отца и убежала, поджав хвост, как последний предатель. От Братства Забытых уже в первых сериях не осталось и следа. От них просто избавились. Датура, которая ушла с Амалией в королевство Садида, вообще внезапно пропала. Об этом даже спросили Тота в Твиттере, но его ответ звучит как насмешка. Она увлеченно беседует с 3 желудями и сливами. То, что она мелькнула в конце – большая удача. Попытались и дать экранное время Калинке. Кали – это ее сокращенное имя. И здесь мне хотелось бы напомнить про мангу Агреста, в которой можно узнать больше о Братстве Забытых. За ее перевод взялись закатные мышки. Но комментарии Тота по поводу манги Агреста озадачивают. Мик, автор манги, даже не сотрудник Анкамы, он хочет рассказать свою историю, и он занимается этим уже давно и вкладывает в это всего себя. Когда у вас есть такой автор, который хочет рассказать свою историю, в какой-то момент вы просто позволяете ему это сделать, и вы скрещиваете пальцы, надеясь, что сможете собрать кусочки воедино, но это сложно. Звучит это довольно удручающе. С таким отношением не мудрено, что в лоре столько несостыковок.
Но поскольку иных источников у нас нет, я бы все-таки посоветовала почитать мангу, потому что там очень много лорных моментов, которые, будем надеяться, будут учтены Тотом в будущем. Возвращаемся к Братству Забытых и видим, что нам дают завязку к новому проекту Анкамы – Бесталь, в котором мы еще встретим Ее Величество Илонд. Поведение Килби заставляет понять, что заточение в белом измерении окончательно свело его с ума. Мы до конца не понимаем, стоит ли от него ждать подставы или нет. Килби в этом сезоне абсолютно непредсказуем. То он ведет себя как ребенок, то мудро рассуждает и заставляет других прислушаться. Непредсказуем был и его финал. Мне кажется, никто не мог даже предположить, что Килби станет спасителем Юга. Даже несмотря на все презрение, что он терпел. Неужели Килби стал хорошим? Это спорный вопрос, и я не считаю нужным сейчас копаться в его прошлом и пытаться это понять. К тому же, какие бы действия он ни совершал, всегда есть вещь, которая ставит под сомнение любую точку зрения. Его безумие. Вот как тот прокомментировал смерть Килби. «Я искал искупление для Килби. Я хотел этого искупления, и оно было в некотором роде безвозмездным». Перейдем же к истинному злу. Тарос Мордаль. Кто же он? Тарос – бывший герой, нашедший 6 дофусов. Тарос злоупотребил их силой, что привело к разрушению его мира. Жители превратились в некромов, а Тарос стал их королем, вынужденным кормить свой народ. Итак, некромир, который не всегда носил такое название, это когда-то простой мир, такой же, как мир 12. Это не другое измерение. Это мир, который был создан благодаря своим 6 дофусам, отложенным своими драконами. До этого и так у многих были непонятки с этими дофусами, теперь боюсь, что все окончательно запутаются. Поэтому еще раз напомню, что сначала было ничего, а после танца богини Элеотроп и Великого Дракона появилась Вселенная со множеством планет. После второго танца появились 6 дофусов Элеотропов. После изгнания богини Элеотроп дети драконов Азамодоса отложили изначальные дофусы для поддержания гармонии в мире. А нынешний некромир был создан с помощью других дофусов, каждый из которых был отложен драконом. И одним из этих драконов был Ротальстром, последний побежденный Таросом. Это все, что нам известно, и это нормально, что что-то непонятно. Как говорит тот, это целая история, которую мы все еще разрабатываем для Вейвена. И упомянув Ротальстрома, я не могу не сообщить, что он не мертв. Ротальстром пронзен и прикован к месту, но не мертв, по словам Тота. Значит, скорее всего, мы еще увидим его в действии. Только я не понимаю, почему садиды решили просто так его оставить как памятник. Неужели им приятно смотреть на того, кто, по сути, убил их короля? Ладно, вернемся к Таросу. Мне же ни одной не хватило времени, чтобы проникнуться его драмой. Ни одной. Но тот говорит, что для него были важны нынешние мотивы. А раскрывая прошлое Тароса, не получилось бы загадочной ауры. Но спешу вас обрадовать, нас ждет игра-платформер, посвященная Таросу и его поискам 6 дофусов. Подробнее о новых проектах расскажу в конце. А пока будем наслаждаться тем, что имеется. Тарос действительно необычный злодей. Он обладает харизмой, и каждый раз он будто бы испытывает своего противника, уверенный в том, что все равно достигнет желаемого. А главное, он понимает, что совершает злодеяние, но ничего не может с этим поделать, ведь нужды его народа для него важнее всего. Существует предположение, что до некромизации Тарос был последователем Иопа из-за его безрассудной жажды к героизму, выбору оружия и наличию чувства чести. Тот называет сцену преклонения перед Норой своей любимой, так как Тарос оказывает уважение к источнику питания его некромов.
Между прочим, классов некромов должно было быть больше, но пришлось выбрать лишь несколько в целях экономии. Злодей кажется нераскрытым. Если бы нам показали его прошлое, было бы больше понимания его внутреннего мира. У Нокса в первом сезоне была похожая цель – добыча Вакфу ради спасения тех, кто ему дорог. Но он стал любимым злодеем многих, потому что нам дали достаточно времени, чтобы понять его драму. А здесь мы понимаем всю ситуацию, но она воспринимается как факт. Он зло, потому что у него нет другого выбора. А что такое локус? Локус – это мехазм, который по неизвестной причине охраняет вход в храм элиотропов. Этот персонаж полон загадок, как и его значение в сюжете, в чем признается и тот в своем твиттере. На самом деле мне не нужен был локус в этой истории, а его существование он объясняет наличием чего-то более сильного, видимо для того, чтобы как-то использовать в будущем. Когда Килби дотрагивается до элиосферы, ему открывается видение. Мы видим мехазмов, среди них Локус и уже знакомый нам Аргонакс. Они нападают на планету и перемещаются по Вселенной. Вероятно, в будущем они станут причиной еще одного апокалипсиса. Изначально мехазмы – это исследователи Вселенной. Их целью не было разрушение планет или уничтожение цивилизаций. Еще до эры Дофус они жили в гармонии с элиотропами на одной планете, пока Килби не украл сердце их младшего брата Аргонакса. Вакфу всегда пронизывала тема семьи, и большую часть 4-го сезона мы можем наблюдать разные семейные взаимоотношения. Мать и дети, брат и сестра, муж и жена, отец и дочь. Вы, наверное, заметили, что при разборе персонажей я прошлась по всем основным членам Братства Тофу, кроме Руэля, потому что его было катастрофически мало в этом сезоне. Из-за этого сюжетная линия Руэля кажется какой-то побочной, отвлекающей от основной линии с некромами. Арпагон решает преподать урок своему муженьку, забирая все его богатство, которое он так долго хранил, как он когда-то лишил ее возможности иметь счастливую семью. Как уж она вынесла все это добро, это вопрос второстепенный. Главное, что Руэль теперь понимает, что такое быть преданным родным человеком и остаться ни с чем. Но, между прочим, Арпагон может оказаться не права, сказав, что Руэлю некому передать свое наследие, так как в манге Вакфу сообщается, что Руэль сделал Юга своим наследником, если это все еще является каноном. У многих, как и у меня, возникло ощущение недосказанности в истории Руэля и Арпагон, будто не хватает какой-то встречи, объяснений и раскаяния. Узнаем ли мы, что в итоге с ними будет? На этот вопрос тот сказал лишь то, что вроде как и так все должно быть ясно, но с этим сложно согласиться. Руэля очень мало в 4-м сезоне, и есть предположение, что это связано со смертью актера его голоса. Богиня – персонаж, о котором можно сказать многое, но мне захотелось поговорить о ней в контексте семейных отношений, так как богиня играет значимую роль в продвижении темы любви к детям. По
Появление Элеотроп в мультсериале было долгожданным и предвещало погружение в лор. Богиня создает образ матери, которая любит своих детей и обещает, что никто их не разлучит. Однако, несмотря на свое обещание, она уходит, и мы не имеем представления о ее судьбе сейчас, о ее осведомленности о происходящем, ведь Элеокулусы исчезли после ухода богини, и вместе с собой она также унесла тайну опустошения Инглориума. Узнаем ли мы, куда делись боги? Мы пересекли Инглориум. Он опустошен. Все храмы уничтожены. Вы в ответе за это. Сорян, но тот пока не придумал. Играйте в Эйвен. И эту любящую мать совсем не смущает, что все ее дети лишены индивидуальности, кроме 6 перворожденных, ну и тех, что внутри нее. Но ладно, все-таки скорее всего это ограниченные бюджеты Анкамы. Изначально Элеотроп называет братство Тофу частью своей семьи, но эту часть семьи она не захотела защитить или взять с собой, убегая от некромов. Так возникают некие противоречия между тем, что мать говорит и делает. С другой стороны, можно понять поведение богини, ведь она пыталась защитить других своих детей, а ее страх перед противниками обусловлен заточением, которое ее ослабило физически и морально. Но и здесь все не так гладко, потому что у Элеотроп есть и другие дети, о судьбе которых она будто не беспокоится. Например, Чиби и Гругл. Неужели она хотела их оставить на съедение некромам? На этот счет тот дал комментарий в своем твиттере. Он действительно хотел, чтобы Чиби и Гругл остались со своим приемным отцом Алибертом. И это было ошибкой не внести объяснение в сериал. А Глиб и Бальтазар? В манге Вакфу Глиб возрождается. Будем надеяться, что этому факту еще можно верить. А Бальтазар фигурировал во 2-м сезоне сериала. По моему мнению, лучше бы продвинули их историю, вместо введения Норы и Ефрима, чье прошлое нам известно размыто, а появление не вносит ясности. Но тот думает иначе. Что касается Бальтазара, то я никогда особо не хотел разрабатывать этот момент. Это не служило моим целям. Но что касается лор-команды, то по их трактовке Бальтазар позволил детям пойти с Элеотроп. Но он остался с Глипом. Братья и сестры Элеотропы очень редко разлучаются друг с другом. Где они? Что с ними? У меня складывается ощущение, что Туту просто больше не интересно работать с этими персонажами, поэтому он просто забил на них, а его твиты только подтверждают это. Суммируя все вышесказанное, я считаю, что богиня Элеотроп является воплощением любви, однако внутри у нее сломанный стержень, который лишил ее решительности. Рассмотрим еще один пример взаимоотношения матери и детей. Тот, наконец, решил дать Фалопину звездный час, но для этого понадобилось ввести нового персонажа, который бы поведал нам о прошлом Евы и стал знаком судьбы для ее сына. На удивление, мне почти нечего сказать о Мадагаскане. Этот персонаж мне показался каким-то неживым. Пустая серая оболочка, у которой нет явных слабостей. Вот какое лично у меня впечатление сложилось о Мадагаскане. Если не пытаться копаться в его прошлом и понять его драму, то он просто предлог для того, чтобы Флопин ушел из дома и начал свой путь. Мальчику всего 6 лет, и многих возмутило то, что в таком юном возрасте он начал задумываться о своем месте в этом мире. Разве подобные мысли свойственны ребенку? Окей, Флопин умен не по годам. И все же это странно, но меня больше смутило то, как легко его отпустила Ева. Она решила довериться ребенку, к тому же отпустила его с убийцей. А главным фактором их родства является то, что у него есть лук? Как сказал папа, у него есть лук. Да, у него есть лук. Тот, ты серьезно?
Стоит признать, что эта сцена и вправду была красивой и трогательной, но все портится с осознанием того, что Ева так быстро отпустила ситуацию. В конце нам все-таки показывают Флопина, и, судя по всему, он уже практикует способность слышать на далеких расстояниях. Надеюсь, для этого его не пришлось ослепить. Но, как говорит тот, ему построят светлое будущее. Что же касается Элили, она совсем не меняется. Ей постоянно нужно внимание и возможность проявить себя, и она злится, когда это достается кому-то другому. События 4-го сезона имеют разные оттенки. Так и Ева сначала отпускает сына в неизвестность, а затем показывает свои переживания за судьбу детей. Но совершенно очевидно, ее хотели показать хорошей матерью, которая готова постоять за свою семью. Элеотропы имеют сильную связь со своими братьями-драконами, и, по-видимому, Эфрим долгое время терроризировал Нору. С помощью этих связей он смог открыть порталы для Тароса. Эту пару ждет не менее печальный финал. Мы видим, как Нора и Эфрим замерзают в глубинах Вселенной, и, как объяснил тот, Эфрим навсегда остался некромом, а это значит, что он не способен к перерождению, поэтому Нора принимает решение уйти с ним. Непонятно, умрут ли они в таком состоянии или нет, грустно осознавать лишь то, что если Нора вернется в свой Дофус, то она никогда не сможет воссоединиться с братом. В 4-м сезоне попытались развить Армандо, сделать для зрителей его более понятным. Мы видим, что он оплакивает смерть отца, искренне переживает за свой народ и беспокоится о своей сестре. Но все это проделано для того, чтобы в конце нам стало его действительно жалко. И это очень грустно, потому что если бы Тоту не понадобилась смерть Армандо, то мы бы не услышали признание и не поняли бы, как он относится к своей сестре. Было очень неожиданно, но скорее приятно видеть его взаимодействие с Персидалем. Их беседа о прошлых разногласиях в каком-то роде сбавляет градус напряжения, до того, как он резко подскочит. Арманд решает пожертвовать собой, убедившись, что никто не пострадает. И, пожалуй, самые живые, самые сильные за весь 4-й сезон эмоции были проявлены Амалией в тот момент, когда брат попрощался с ней и назвал любимой сестрой. И завершить бы все хотелось тем, чем завершился сам сезон. Пожалуй, Юмалия – одна из самых сложных историй в сериале, по ней можно снимать отдельное видео. В фандоме существует два клана – те, кто всеми руками за их отношения, и те, кто категорически против. No, God! No, God, please, no! С первыми, думаю, все понятно. Заберите все мои деньги, лишь бы Амалия и Юга были вместе. Давайте рассмотрим позицию последних. По мнению противников пейринга Юмалия, эта пара была слеплена из того, что было, на скорую руку, без надлежащего развития. Плюсом ко всему, ребята абсолютно друг другу не подходят. Юга игнорирует проблемы Амалии, совершает поступки и не может за них ответить, а потом обсуждает свою возлюбленную за спиной с Руэлем. Амалию же многие вообще не любят, потому что она эгоистичная принцесса. Она еще и предала Юга. Как она посмела? Что ж, когда я садилась за просмотр 4-го сезона, я четко понимала, что тут два варианта. Либо Амалию убьют, либо Юга и Амалия будут вместе. Но Амалии не повезло. Убили ее брата. А если серьезно, то у них было какое-никакое развитие, по крайней мере в манге Вакфу, о которой, конечно, мало кто знает. Но нет, я не отношусь ни к первому, ни ко второму клану.
Было понятно, что укрепление этой пары неизбежно. Я надеялась лишь на то, что Юга изменится, иначе мне просто жаль Амалию. К ней я питаю особые чувства, ведь она все еще остается персонажем, в отличие от той же Евы. Давайте взглянем на все взаимодействия Юмалии в сезоне. Вот Юга отказывается признавать отношения с Амалией, вот хочет ее поддержать, вот бежит в объятия, заботится о чувствах. Но это то, что делают друзья. Что же мы видим, когда Юга вырастает? Понятно, что в такое напряженное время, когда миру угрожает опасность, им не до проявления чувств. Но каждое их взаимодействие вызывает все что угодно, но не то, что нужно. Химия между Армандом и Авророй была показана и то лучше. Причем теперь мы знаем, что их брак был по расчету, в отличие от Юга и Амалии. Хотя тут все довольно сложно. Может, Аврора все это время притворялась. В таком случае из нее хорошая актриса. Поведение Юга можно описать одним словом – неуверенность. Я искренне не понимаю, что создатели хотят этим сказать. Они целенаправленно показывают несовершенство этой пары. Зачем? Почему Амалия всегда выступает инициатором всей их любви? Юга вообще заинтересован в их отношениях? Я попробовала поискать смысл в этих сценах, когда Юга произносит имя Амалии. Амалия. Что мы видим? Мысли о принцессе дают ему сил. Если отмотать чуть-чуть назад и допустить, что Арапо и Юга едины, то в принципе все складывается. Все складывается из самой его сущности. Юга воин, и, вероятно, он не способен проявлять свою любовь так, как мы этого ожидаем. Но это чувство делает его сильнее. Я люблю тебя так сильно, что готов горы свернуть, и любое море мне по колено. Интересный факт. У Тота в интервью кто-то спросил о романтических отношениях Юга в прошлых жизнях. Вот что он ответил. Конечно, у него были и другие романтические отношения, иначе это означало бы, что у него была очень печальная жизнь. К 4-му сезону это никак не относится, но мне показалось, что вам было бы интересно знать. Двигаемся дальше. Я бы очень хотела видеть, как Юга подошел к такому этапу, как свадьба, или хотя бы понимать, сколько времени прошло с момента поражения Тароса. Очень не хватает этого перехода от великого потрясения до такого торжества. Как бы то ни было, Амалия и Юга теперь муж и жена. Король и королева двух народов. У этой пары определенно есть проблемы, и они абсолютно не готовы к совместной жизни. Но хочется верить, что они смогут жить в мире и согласии, хотя бы до Великой Волны. Поговорим об анимации. 4-й сезон Вакфу обошелся Анками в 8 миллионов евро. Это вот такая циферка в рублях. За эти деньги мы получили множество прекрасных фонов, сцены, выполненные в оригинальном стиле, эффектные бои. По сравнению с тусклым 3-м сезоном, 4-й радует разными красками. Мы видим и огонь, и воду, и воздух, и землю, и день, и ночь. Но и без недостатков не обошлось, вернее сказать, жертв ради экономии. Нам показывают старую заставку, которая уже не актуальна, статичные кадры и большое количество реюзов. Еще один пунктик – эмоции. Вот Амалия видит Еву издалека, но стоит с каменным лицом. В следующее мгновение она уже радостно кидается с обнимашками. На дизайнах персонажей тоже сэкономили. Элеотропам раздали маски, тела персонажей знатно прикрыли и пожалели денег Амалии на свадебное платье.
Кто-то в Твиттере даже вспомнил серию из 2-го сезона. У второстепенного героя, который даже не выходит замуж, есть платье. А у главной героини, которая выходит замуж за главного героя, нет. 4-й сезон ждали 7 лет, и для кого-то ожидания оправдались, для кого-то нет. Повествование очень динамичное, и некоторые сюжетные линии прописаны грубыми мазками. Анкаме определенно не хватило времени, чтобы закончить эту историю, ведь нам хочется больше, а остается ощущение недосказанности. Создатели просто поставили перед собой невыполнимую задачу – за 13 серий охватить лор элиотропов, историю Тароса, конфликт Евы, трагедию Руэля, отношения Юга и Амалии. Сопровождалось это все, конечно, приятной размеренной жизнью в мире 12, по которой, я думаю, многие скучали, но чувства законченности нет. Появляются вопросы. Например, что в итоге произошло, когда мехазмы напали на планету элиотропов? Только Нора и Ефрим знали о том, что богиня была изгнана. По сведениям манги Вакфу, никто даже не догадывался об этом. Почему Юга перестал скрывать свои крылья? Где отец элиотропов, великий дракон? Тот, кстати, поделился, что они собираются рассказать о нем в Вейвене. Все, что мы рассказываем в основном сюжете Вейвена, это о Роше, о богине Элиотроп и о великом драконе. Там не уточняется, но скорее всего речь про игру. Где Элиакуб? Кстати, на этот вопрос ответ есть. Довольно исчерпывающий. Он где-то. Что с демоном в теле Пина? И где все-таки боги? Но кого я обманываю? Самый главный вопрос всех фанатов – будет ли 5-й сезон? На данный момент Анкама работает над следующими проектами. Вебтун, манга «Великая волна». События манги происходят спустя несколько месяцев после событий 4-го сезона, но экранизацию данного произведения в виде 5-го сезона ждать не стоит, так как, по словам Тота, они никогда не рассказывают одну историю дважды. К тому же в анимации они пытаются дать надежду и свет, а сюжет манги будет слишком мрачен. У нас готово около 12 глав вебтуна, дела идут хорошо. Я очень доволен результатом, потому что он действительно близок по настроению или даже взрослее, чем то, что у нас было в 4-м сезоне. А недавно тот сообщил, что история может растянуться на 100 глав. Мультсериал «Вейвен». «Вейвен» — это сиквел Вакфу, в котором будут некоторые герои, которых мы все так хорошо знаем. Предполагаю, что мы все так же будем следить за Персидалями и королевством Садида. Сюжет разворачивается спустя 10 лет после событий 4-го сезона. Далее цитаты Тота. «Он позволит мне заставить людей заново открыть для себя мир. Мы начали писать сценарий Вейвена и даже знаем, что произойдет в 3-м сезоне. У нас есть сценарий первых 4 эпизодов и общий сюжет. Я написал их, когда закончил писать 4-й сезон в 2022 году. Вейвен будет для аудитории постарше. Первые сценарии рассказывают об алкоголизме и наркозависимости. Я бы не стал показывать это своему 6-летнему ребенку». Игра про Тароса. Это платформер, с помощью которого мы сможем больше узнать о Таросе и его мире. Мы будем играть за Тароса и сможем раздобыть 6 дофусов некромов. И по рассказам Тота, игра должна выйти примерно через 2 года. Бесталь. Мультсериал о Ирен, сильной и дерзкой молодой Азамодес, работающей смотрителем приюта для животных на острове Коклин. Однажды Илонд, легендарное существо, за которым она присматривает, похищает ужасная банда мясников, группа опасных мафиози. Девушке с помощью своего нового друга Тима придется столкнуться с серьезными противниками, готовыми на все, чтобы добиться своего. Флопин и Мат. Проект, который расскажет о путешествии Флопина и его дедушки, находится в стадии написания и, скорее всего, будет в формате комикса.
Welsh and Cheddar – это проект, от которого отказались, потому что телеканал France TV счел историю слишком мрачной. История повествует о Велше, юноше, вынужденном бороться за наследство, о существовании которого он и не подозревал – трон королевства Бонта. Тот сообщил, что Анкама возобновила работу над этим проектом, но пока подождет, прежде чем что-то рассказывать. А чтобы скрасить ожидания новых проектов, предлагаю ознакомиться с вебтуном «Перипетии жизни Вакфу», который рассказывает о жизни известных нам персонажей из сериала «Вакфу». Перевод глав можно найти в группе «Рассветного хомяка». Там же можно найти перевод и других комиксов. А сейчас, я думаю, стоит поговорить о том, чего ждать не стоит. Многие фанаты были удивлены несоответствием сезона и трейлера для Кикстартера. Не было Элили и Флопина в этих костюмах, нового шмота для Евы, и я вам поясню, все довольно просто. Тот всего-навсего решил переписать сценарий. Также, помимо Овы про Арапо, мы должны были получить еще один секретный специальный эпизод. Но, по словам Тота, 2 эпизода были объединены. Фанаты попросили раскрыть, о чем же должен был быть секретный эпизод, и тот ответил, что о мехазмах. 5-й сезон. Сказать однозначно здесь что-то сложно, но тот продолжает рассуждать на тему потенциального 5-го сезона. Если бы мы делали 5-й сезон, то это произошло бы между концом 4-го сезона и началом манги. France TV предложил назвать 4-й сезон последним сезоном, но мне было очень трудно это сделать. Я не хотел, чтобы это заканчивалось. Я хочу увидеть, что произойдет с Юго, когда ему исполнится 50, что произойдет с Трестипаном и Евой, когда им исполнится 60, с Флопином и Лили в подростковом и молодом возрасте. А совсем недавно тот спросил фанатов: «Если я скажу вам, что мы обсуждаем 5-й сезон Вакфу из 26 серий, это будет вечеринка или нет?» Чтобы вы понимали всю противоречивость ситуации, до этого тот говорил, что если 5-й сезон и будет, то только длительностью в 13 серий, потому что после более коротких сезонов странно выпускать вновь длинные. Как можно воспринимать информацию от него всерьез? Хотя бы мы можем быть уверены, что не будет 6-го сезона. Но это не точно. Стоит ли ждать 5-й сезон? А зачем? Если подумать, то история должна закончиться именно здесь. Вспомним, что 1-й сезон начался с того, что маленький мальчик Юго хотел найти свою семью. А в 4-м сезоне он ее нашел и начал создавать свою собственную. На мой взгляд, не стоит ждать 5-го сезона, но и не стоит забывать, что мы все-таки узнаем, что произойдет с нашими героями благодаря манге и новому мультсериалу. Да, многих волнует вопрос, почему бы не экранизировать мангу, ведь это так неудобно. Многие не понимают, как знакомиться с историей, когда она преподносится в разных форматах. Но нужно понимать, что кроссмедийность – это фишка Анкамы, и они не собираются себе изменять. Мы и так имеем логический конец. Пусть нам и хочется знать больше. Спасибо, что досмотрели это длинное видео до конца. С нетерпением буду ждать ваше мнение о 4-м сезоне. Всем удачи!